Мужчина всегда должен деньги. А деньги женщины – это только ее Виновен в деньги. том, что Ведь роль вы не мужчины давали – секс. это Женщина должна Ради работать. чего вы не давали секс? Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. Добро пожаловать в клуб «Денег достаточно». С вами Артем Галухин. Если вы хотите устроиться в жизни без чрезмерного самонасилия и вибраций со вселенной, то вы попали по адресу. А если хотите еще больше контента и настроены совсем решительно, то заходите на Boosty, там есть еще и общение, и еще дополнительный контент. Ссылки в описании. И сегодня наша тема – товарно-денежный аспект отношений. Давайте разберем с вами, что такое война полов, почему она так радикализировалась и чем она вам и всем остальным угрожает, кто кому и что должен вообще по жизни, и разберем некоторые другие материальные аспекты отношений. Обязательно досматривайте видео до конца, потому что практически выводы все, собственно, там, а еще там конкурс. Недавно на YouTube я наткнулся на какой-то видос про проблемы в отношениях, и все бы ничего, но так как я его досмотрел до конца, то YouTube решил, что надо мне скормить побольше подобного контента. И в следующую неделю, а то и не одну, он меня просто заваливал всякими историями про РСП, инцелов, биопроблемников, содержанок, и вот это вот все, в общем, я окунулся прям с головой. И тут меня начало догонять осознание того, насколько же эта проблема масштабная. Я имею в виду проблему борьбы полов. Есть классный фильм про то, как социальные сети прям поляризировали, радикализировали американское общество. И суть там сводится к тому, что благодаря алгоритмам и тому, что люди очень охотно потребляют радикальные позиции, алгоритм, в общем, разделил общество на две части. И в итоге американское общество, ну, думаю, вы уже это слышали, стоит буквально на пороге гражданской войны. Из-за того, что там одна половина людей ненавидит другую половину. Радикальные идеи, они цепляют, по сути, сильнее других. И цепляются люди за эти идеи, начинают их больше поглощать, алгоритм больше их скармливает, и таким образом рождается вот эта цепная реакция. А если перенести это на отношения между мужчинами и женщинами, то вот такая поляризация и контент, который мужененавистнический, женоненавистнический, он порождает ненависть там, где вообще должна бы вроде быть любовь. Получается в итоге, что в такой битве полов все только проигрывают, а победителей-то и нет. И если вы тоже разделяете позицию, что вам скорее важнее построить нормальные грамотные отношения, чем ненавидеть противоположный пол, то вы пришли по адресу, именно такую позицию я сейчас и буду раскрывать. Но для начала разберемся вообще, откуда берется эта битва полов. Помню сайты знакомств, когда я еще ими пользовался, примерно лет 15 назад. Это было такое местечко, где выбор-то был особо невелик, да и знакомились там в основном только фрики и гики. Сейчас же, согласно исследованиям 2018 года, там американское было исследование, миллениалов опрашивали. Люди, согласно исследованию, тратили около 80 минут в день, полтора часа, на поиск партнеров, ну, на зависание, собственно, в дейтинг-сервисах. Есть похожее исследование по России, там говорилась цифра 20 минут, но мне кажется, что там немножко преуменьшено. Ну, то есть не только активные пользователи посчитаны. Но в целом получается, что люди тратят огромное количество времени в сервисах и ищут, а найти-то никого и не находят. И если и раньше-то было сложно найти себе идеального партнера в отношениях, да, хотя бы не идеального, а стабильного, ну, родственную душу, то сейчас проблема прям сильно-сильно усложнилась. Ну, во-первых, есть эта иллюзия искусственная бесконечного выбора. То есть ты свайпаешь, люди все новые, новые и новые. Что остановит вас от того, что в какой-то ситуации, когда, ну, ваш новоиспеченный партнер проявил какие-то черты характера, которые вам не нравятся, от того, что просто не отправиться искать дальше кого-то без этих черт. Ну, а людей идеальных не бывает, соответственно, и превращается это все в бесконечную карусель. Ну, во-вторых, собственно, вот это ощущение того, что есть идеал, и он достижим, это тоже искусственное ощущение, потому что, во-первых, люди замечательно прикидываются теми, кем не являются в сетях, и вот эта история про синицу в руках и журавля в небе, да, у тебя тут какой-то там человек, который ты уже знаешь какой, а там есть какая-то картиночка, вот, и типа, ну, зачем останавливаться? Кажется все время, что ты можешь найти лучше. Ну и в-третьих, рано или поздно у человека наступает разочарование. Вот он перебирал, сил кучу времени потратил, а счастье свое не нашел. И это хорошо, если так, потому что многим-то и вообще, собственно, в дейтинг-сервисах не очень везет, и не то чтобы им откликаются, но это отдельная история. Зачем же вообще люди знакомятся? Ну, очевидно, чтобы не быть одинокими, чтобы найти себе партнера по жизни, построить семью. И статистика вообще показывает, ссылка на нее в описании, видите на экране, согласно исследованиям ученых, около половины человек на планете чувствуют себя так или иначе одинокими. Ну и там, в зависимости от вопросов, это может быть еще и больше половины. И прикол в том, что вот эта социальная изоляция во время эпидемии, пандемии, она очень-очень сильно усугубила эту проблему.
А теперь следим за руками. С одной стороны, мы имеем обостренную, очень большую проблему одиночества, а с другой стороны, мы имеем эти вот дейтинг-сервисы, которые вроде бы на кончиках пальцев дают вам огромное количество возможностей, но по факту получается, что проблему вы не решаете. И люди таким образом попадают во фрустрацию, садятся на антидепрессанты, а еще им масло в огонь подливают соцсети, которые показывают картинки идеальных отношений, как у всех, вот как у людей все замечательно, а ощущение, что только у вас-то все и плохо. И вот тут вы натыкаетесь на блогера, который рассказывает, что с вами-то все в порядке, это просто вот с той стороны, как бы тот пол противоположный, это вот они все мразоты и нехорошие ребятки. Таких блогеров легко очень определить, они очень любят обращаться: вот вы там, мужики, все такие, или вот вы, женщины, там, бабы все там меркантильные. И, ну, очевидно, что это является глупой манипуляцией, такой самой убогой, как можно обращаться к целому полу. Но, тем не менее, когда человек отчаялся, когда он огорчился и во фрустрации находится, потому что у него ничего не получается там решить в проблеме поиска партнера, то на такую почву замечательно заходит подобный контент, и в итоге вот эта армия обиженных ненавистников, она просто растет. И, ну, такие каналы обретают популярность и становятся еще популярнее. И дальше, как снежный ком, это все нарастает. А сверху на это еще масло в огонь подливают такие блогеры, которые, знаете, учат, как найти миллионера, будучи там стервой, или как запикапить девочек пачками. На это накладываются все вот эти вот проблемы с отношениями, и в итоге у людей психика вообще ломается в неправильную сторону, и, короче, им еще тяжелее в итоге найти кого-либо. И скажу даже больше, даже по собственным ощущениям, как на меня повлиял вот этот журналистический контент, не надо иметь какой-то печальный за плечами опыт и долгие старания, чтобы просто посмотреть это, увидеть какие-то вопиющие случаи несправедливости, проникнуться и просто авансом возненавидеть весь противоположный пол. У мужлан нет прав. Хотя, если подумать, это тоже такая манипуляция, генерализация частных случаев. Выдирают каких-то сумасшедших, тиражируют их и на их основании дают вам, типа, выстроить собственные отношения о целом поле. Для меня апогеем шизы вообще, когда я задумался во второй раз, что что-то тут не так, стало видео, где мужик на таких довольных щах рассказывал, что вот я там встречался с какими-то бездельницами, я их всех отправлял работать на вебкам, и люди в комментариях ликовали, типа, да-да, отправь бабу на вебкам. Ну, в связи с чем у меня два вопроса возникло. Один в связи с законностью, типа, не является ли это склонением к проституции, например, а второй в связи с сексуальными предпочтениями этого индивида, который, ну, я не знаю, конечно, я не против, его личный выбор, но если ему нравится делиться собственной женщиной, ну, его выбор. Как итог, если вы пойдете на поводу у подобного разрушительного контента, то рискуете вы попасть, собственно, в два лагеря, в один из двух. Первый — это обиженки, которые ненавидят всех и вся и обвиняют во всем противоположный пол, и в лучшем случае им светят отношения, в которых они будут пытаться быть манипуляторами такими, типа, хитро выдуманными. Либо попасть в лагерь ждунов, тех, кто просто будет сидеть и вечно ждать, когда там идеал придет недостижимый, и как бы что-то у них получится в этих отношениях. И подводя некоторое резюме к этому блоку, что я им вообще хотел сказать? Я хотел подчеркнуть то, что и в принципе это отношения такая тонкая штука, что сложно найти человека, с которым вы достаточно долгое время сможете быть близки и находиться в отношениях. А если сверху накинуть вот эти вот современные еще все проблемы, то если повестись на поводу вот у этих обиженных, оскорбленных и всяких хитровыдуманных, то шансы сводятся к нулю, собственно, чтобы найти такие отношения. И говоря о денежном аспекте отношений, стоит себе отдавать отчет, что кое-где надо быть терпимее и понимать, что мир и так полон проблем, и не надо еще нагнетать сверху лишнего. И начнем с вопроса, сколько же должен зарабатывать мужчина. Видел в соцсетях опросы, популярные вам тоже, наверное, попадались, где у девушек на улице подходят, спрашивают, сколько должен зарабатывать ваш мужчина, идеальной вселенной в вакууме. И частенько там, может так нарезано, но фигурировала цифра в 300 тысяч. И натыкался я на исследование Тинькофф журнала 2021 года о том, что больше 400 тысяч в России зарабатывает меньше, чем 0,4% активного населения. Ну, прикинем, что там инфляция какая-то произошла, плюс там время прошло, и плюс нам же надо все-таки 300 тысяч, да, ну пусть 300 тысяч зарабатывают 2 примерно процента активного населения. И если учесть, что по статистике у нас женщины зарабатывают в 1,5 раза меньше, чем мужчины, то из этих 2% 0,5% это женщины, а соответственно, если вы хотите найти женщину, которая зарабатывает больше 300 у вас, ну такой невысокий шанс, скажем так, надо попасть в 0,5%, чтобы тех, кто сможет эти 0,5% заинтересовать. Но если вы женщина, собственно, шанс тоже не сильно-то и высокий, 1,5% всего. Ну и да, как бы мысль моя ключевая здесь в том, что за эти 0,5 или 1,5% будет довольно высокая конкуренция, и надо понимать, что хочешь на тех людей претендовать, наверное, придется в этой конкуренции каким-то образом выигрывать.
Так вот, возвращаясь к вопросу, а сколько же мужчина должен зарабатывать? В целом, столько, сколько ему самому хочется. Если у мужчины есть семья, и женщина, например, в какой-то момент может не работать, не сможет, просто беременная, например, то, чтобы содержать семью, логично, что мужчина тоже должен заработать. Как иначе? А все остальное, мне кажется, здесь вопрос личных амбиций. Сколько хочешь, столько иди и зарабатывай. Уж точно не вопрос женщин на улицах, да. В целом-то, вот это желание найти состоятельного партнера, оно понятно, да, ты и проблемы все свои в жизни решаешь, да, вот эти финансовые, то есть все получаешь сразу, и что ты за это должен делать-то там, отношаться, и все. Но тоже тут не стоит думать, что все богатые такие прям лапочки-котики, они, как и все остальные люди, среди себя содержат в том числе и всяких абьюзеров, и даже есть люди, которых и деньги-то испортили, как бы их таким не очень захочется, наверное, никому попасть. Так что ключевая мысль тут, что одними деньгами как бы сыт не будешь. Следующий интересный вопрос, а кто же должен платить в кафе? Если спрашивать мое конкретное мнение, я считаю, что по этикету вообще кто приглашает, тот и должен платить. Причем в момент, когда ты приглашаешь человека, ты должен сразу акцентировать внимание на том, что как бы ты угощаешь. И это не обязательно сводится к романтическим отношениям, можно и на деловой ужин также пригласить, и друзей можно приглашать. Иначе, так если подумать, вы просто можете пригласить человека на ужин, а у него, может, финансовая ситуация не позволяет сходить на ужин, а вы как бы вроде бы благим делом, да, ставите человека в неловкое положение. И как бы, а раз так, то получается, что у нас традиционно обычно принято, что мужчины, наверное, приглашают женщин, и поэтому логично, что они и платят. Хотя, я не вижу ничего плохого в том, чтобы договориться, там, поделить счет напополам или еще что-то. И более того, у меня была ситуация, когда меня девушка приглашала на бар и сразу говорила, что она угощает, как бы, и я побухал за ее счет, и нормально, не почувствовал себя каким-то уязвленным особенно. Не перезвонил даже. Вообще, разделить трапезу — это довольно прикольный такой обряд, и я вообще советую всех угощать, кого можете, родственников, друзей, если деньги позволяют, почему бы не позвать кого-нибудь, да, и не там попить вместе чайку с пирожком. Следующая идея, которую давайте разберем, это вообще концепция о том, что можно просто найти себе богатого ухажера, спонсора и жить припеваючи. Действительно, есть же такая мысль о том, что достаточно сходить на курсы по засовыванию банана в горло или научиться играть на гитаре языком, и все, ты найдешь себе богатенького мужчину или женщину, и горя знать не будешь, и всю жизнь будешь жить у Христа за пазухой. Но давайте разбираться, вообще так ли это и насколько это вероятно-то на самом деле. Давайте смотреть реальности в лицо. В наше время все, что касается секса, это огромные индустрии, выстроенные просто от виртуальных всяких историй и до реальных со своими эскортом, содержанками и тому подобным. И получается, что никогда в жизни, в истории человека, наверное, красота, учитывая, опять же, насколько она сейчас доступна там пластикой всякой, она не была еще настолько дешева и доступна. И сейчас самый простой товар, вот если кто-то, мужчина или женщина, неважно, да, пеняет только на свою красоту и только ей себя пытается как бы монетизировать, то, собственно, этот товар как раз довольно дешевый и довольно скоропортящийся. Да, и богатые, соответственно, сейчас тоже не такие как бы глупые, чтобы повестись на какую-то красоту и там переписать, я не знаю, половину имущества, да, на рандомного человека с улицы. Все сейчас гораздо хитрее, и часто, если человек попадает в такие отношения, то, скорее всего, его просто взяли в аренду как игрушку, можно претендовать на какие-то, наверное, подарки в течение какого-то времени, но вряд ли это прям приведет к каким-то отношениям глубоким. Вопрос с одиночеством, скорее всего, тоже не закроет. В общем, если вы адекватный человек и на что-то еще претендуете в этой жизни, кроме чем там собственной красотой блистать, то я предлагаю просто эту тему отмести, как бы как несостоявшуюся, и не думать даже в таком контексте про себя. И тут самое время перейти к такому холиварному, прям вызывающему массу споров вопросов о том, как вести совместный бюджет. В целом, здесь есть 3 стратегии. Первая — это сойтись как-то так органично взглядами, что у вас все само сложится. Вторая — профакать отношения из-за того, что вы никак не сошлись и не договорились вообще, как вам вести совместный бюджет. Ну и третья, собственно, которая для большинства, скорее всего, будет актуальна, это договориться на берегу, как вы будете вести этот совместный бюджет. А дальше уже могут быть разные варианты. Отдавать все жене или мужу, складывать по банкам, заводить раздельные одинаковые карточки, привязывать их к счетам, вести там учет. Но суть в том, что как вы договоритесь, так для вас оно лучше всего и будет. Если говорить обо мне, то я не разделяю такую позицию, например, что его деньги — это наши деньги, а мои деньги — это мои деньги. Ну, в моем понимании это глупость, и работать по-хорошему должны оба, ну, как хотя бы тянуть семью как ячейку общества вперед. По крайней мере, эффективность этого будет больше. Но в целом здесь какой-то идеальной стратегии нет. Кто-то и по такой живет, и их это вполне устраивает. У кого-то все деньги у мужа, и как бы жене он подарочками накидывает, и ей так нравится. Здесь, в общем, все очень индивидуально, и никакой идеальной правильной стратегии, потому что кто-то должен или потому что кто-то какого-то пола, по сути, нет.
Есть еще такое интересное мнение, что мужчина не является мужчиной, если он занимает деньги у женщины. В связи с чем я готов прям не согласиться с этим тейком. Я занимал и у жены, и у мамы, и у сестры. И я считаю, что это вообще нормальная поддержка, если люди с тобой в одной лодке, ну типа занять тебе денег, чтобы решить какие-то совместные проблемы, иногда вообще замечательное решение как бы. И все эти деньги, разумеется, я отдал, и сам со своей стороны точно так же взаимно поддержку всегда окажу, когда на это будет необходимость или такая возможность. Более того, некоторые из случаев, когда вот так вот я занимал, они, собственно, мне позволили решить какую-то проблему, которая своим решением двинула меня куда-то там на ступеньку выше, и ну, в том числе в семье, например, мы там поднялись к более высокому достатку, потому что получилось, собственно, благодаря этому перейти через какие-то проблемы. И да, как я уже косвенно упоминал, гендерных стереотипов насчет того, что мужчина сейчас там добытчик или женщина только сидит дома и заботится об очаге, они как бы эти времена прошли, таких стереотипов, то и, соответственно, вот этот про занять в долг деньги, мне кажется, стереотип следом за ними должен уйти. Но что главное стоит понимать про займ, это то, что если уж ты занял денег, то стоит их отдать полностью, потому что вот, собственно, там-то может начаться и проблема, и независимо от того, какого ты пола. И да, говорят, что если хочешь проверить человека, достаточно дать ему денег в долг, но это не всегда актуально. Ну, то есть есть разные стадии отношений, да, там и рандомного человека с улицы занимать деньги, чтобы его проверить, бессмысленно. И на романтических отношениях, на каких-то там ранних стадиях, наверное, тоже занимать деньги — это не самое, что можно полезное сделать для отношений. Займи денег. Еще один тезис, который я хочу разобрать в этом видео, это тезис о том, что брак — это пережиток прошлого, неэффективное, бессмысленное, бесполезное занятие. Считается, что мысль такая популярнее среди парней, потому что женщины же все, что хотят, только выйти замуж, спят и видят, как это сделать, а мужчины все повально бегают от брака, потому что им он не выгоден. Но не думаю, что это вот прям так. И давайте разберем, а какие же плюсы, собственно, материальные особенно, есть у брака. Во-первых, вы становитесь родственниками. Это как когда совместный бизнес вы делаете с кем-то, да, вы партнерское там соглашение, договор какой-то оформляете, там, узакониваете это все. И здесь точно так же. Вы получаете совместное имущество, опеку над детьми, вы можете, да если что-то случится, просто навестить вторую половинку свою в больнице. Вас туда пустят как родственника официального. Во-вторых, довольно очевидно, экономически выгодно. Если вы не связали себя с паразитом-иждивенцем, которых мы выше уже осуждали, да, которые ищут кому бы сесть на шею, то, скорее всего, у вас есть 2 зарплаты, и вы можете на двоих позволить себе снять более крутое, ну или купить более крутое жилье, более просторное. Вы можете делить обязанности, вы можете на эти 2 зарплаты гораздо интереснее и эффективнее жить. Третий фактор, который для меня, вот, например, очень был важным в свое время, это факт свершившегося выбора. Я уже говорил о том, какие у людей сейчас есть проблемы с бесконечным выбором и с его иллюзиями. Так вот, чтобы не попасть в такой вот выборный паралич, надо когда-то все-таки просто остановиться, сделать выбор и остановиться. И для меня брак — это подтверждение этого сделанного выбора. Вот факт совершился, выбор сделан, теперь можно задвинуть вот эти вот геморрои все на задний план, как бы забыть про них и заняться собственным развитием, там, в денежном плане начать прокачиваться, семью строить и тому подобное. Ну и 4-й пунктик, который я здесь бы подсветил, это брак все-таки такой механизм, сдерживающий от некоторых необдуманных поступков. Если раньше, когда-то в начале отношений мы с Леной ссорились, и каждый раз там в голове у меня всплывала идея о том, что нафиг все это надо, там можно собирать вещи и уходить, то сейчас, ну, ссоримся, мизинчики пожмем, как бы каждый знает, что, типа, это просто очередная ссора, там их за 10 лет совместной жизни было огромное количество. В общем-то, да, 10 лет я сам уже женат, и я топлю за брак, ну, разумеется, за обдуманный брак, потому что просто на рандомном человеке там жениться, мужаться — это такое глупое, наверное, решение, но если нашли кого-то, чьи минусы вам не доставляют прям настолько жесткого дискомфорта, то, наверное, может, оно того и стоит. Иисус терпел и нам велел. Говорят, Илон Маск, когда долго смотрит видео и оно ему нравится, ставит лайк, подписывается на канал и обязательно пишет коммент в поддержку канала. Поэтому он такой богатый, и советую брать с него пример. Ну а если вам прям интересны все эти темы про деньги и про свободу, то не забудьте и на Бусти тоже забежать и присоединяйтесь к нам там. Там больше активности и коммуникации. Это видео заходит на территорию такой темы про отношения, которая не профильная для нашего канала. Но если вдруг вам она нравится, интересна и есть какие-то вопросики, особенно в связи с деньгами и денежными какими-то аспектами, то задавайте в комменты, поддерживайте видео лайком, и будем еще снимать.
на эту тему. И давайте резюмировать. Собственно, о чем же я хотел рассказать в этом видео. Ну, во-первых, вернемся к битве полов. Битва полов, она не ваша битва, и я со своей стороны вообще советую осторожно относиться к людям с токсичной жизненной позицией, особенно если это какие-то блогеры в интернете, обиженные всякие ребята. Обиженных можно слушать, если это ваш друг, и он грустит, и надо его поддержать, и вот тогда можно, наверное, потратить свой психологический ресурс на это. В остальных же случаях оно того просто не стоит. Еще у нас у клуба есть целая куча правил, и одно из них это подобное к подобному. А это значит, что иной раз вместо того, чтобы думать, как захомутать какого-то там вот такого-то партнера, стоит задуматься, а кем вы хотите быть, или, может быть, кем надо быть, чтобы вот с таким партнером рядом оказаться и начать плясать от себя. А дальше оно как-то более эффективно и правильно сложится. Что же касается материального аспекта отношений, то здесь все индивидуально, и все очень сильно зависит от того, как вы договоритесь. Просто не надо стесняться это делать, и надо отдавать себе отчет в том, что рано или поздно сделать это придется. Либо оно как бы станет, скорее всего, причиной развала отношений, как по статистике, наверное, и бывает. Да, конечно, не стоит оценивать себя или партнера как источник дохода для кого-то, потому что деньги-то они, конечно, важны, наверное, но в отношениях это все-таки не самое главное. Материальное в отношениях — это та игра, в которую играют оба, и когда вы вместе в одном направлении стараетесь тянуть вашу ячейку общества к каким-то новым высотам, то вам это сделать гораздо проще, и надо отдавать себе в этом отчет, в том, что это ваше преимущество, а не война, кто там у кого чего отожмет. Так что мой ключевой призыв тут — это заканчивать войны полов, перестать уже играть в нападения, кто кого там отожмет, кто кого чего заставит сделать. А отношения — это та игра, как мне нравится аналогия, скорее в поддавки, то есть здесь надо наоборот пытаться как-то где-то сделать что-то, попытаться человеку приятное, чтобы и тебе в ответ человек потом приятное сделает, и вы так вот вместе что-то там выстраиваете. И ура, наступает время конкурса. Под видео есть закрепленный коммент, в нем более подробные условия. Суть в том, что под ним предлагаем вам написать о своих каких-то находках или интересных моментах, или, может, неудачном опыте того, как вы совместный бюджет в отношениях выстраивали, вели, и с чем согласны или не согласны в этом видео. В общем, простор для тем большой, и нам очень интересно ваше мнение. Победители конкурса будут залетать на халяву в Бусти к нам. И не прощаюсь, вот здесь можете заходить по рекомендациям, смотреть еще больше полезных видео про деньги и свободу. Это клуб «Денег достаточно». Кто не подписался, я не виноват. С вами был Артем Галухин, и скоро увидимся. Пока-пока.